Квалификация отбора чемпионата мира разгоняется. И сегодня матч Грузия-Болгария. Самые главные моменты этой игры. Погнали! Друзья, что-то с контентом сегодня сложно. И матч ранний, и я поздно в город приехал, и дождь еще на эту камеру. Не очень-то в дождь поснимаешь, поэтому, кстати, стартовый состав уже есть. Ну, практически все изменения угадал. Санёль осмелился посадить Каши, я в этом сомневался, но посмотрим, что получится. Лочашвили и Гугличидзе в центре. Вот, а на фланг вышел Азаров, это прекрасно. И Гагнидзе появился тоже в старте, о чем я предполагал. Остальное все без изменений. Давидашвили и Хвича опять в старте. Посмотрим, как они себя проявят. Я уже сразу иду на стадион. Знаете, как будто сегодня немножечко поменьше народу. Счет? Ну, хотелось бы 3-0 с разницей мячей, чтобы был хоть какой-то шанс потом. Что для вас матч сборной Грузии вообще? Праздник или что-то? Может? Конечно. Ну, это все. Это интерес. Это, а на выездные вы ездите, нет? Ну, если есть возможность. Кстати, тут прямо концерт. Из Еревана кто-то. Забавно. Кстати, знаете, по ощущениям фанатов Кочарашвили добавилось. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот, кстати, даже такой галочек появился. Хвичи и Мамардашвили. Хотя, конечно, по комплекции что-то они не похожи на самих себя. Do you expect the score? Score 3-0 for Georgia. Okay, Давидашвili score? Davitashvili. It's your favorite player? Yes, yes. Okay. What can you say about basketball? Basketball, we are. Oh, not bad, not bad. Thank you. Good luck. Excuse me, are you from Bulgaria? Yes. You speak English a little. Yeah. I want to ask how many people from Bulgaria here. I'm doing blog about the game, and you're the first I met. Maybe I'm first. Ah, really? Yes, I don't know. Yeah, you look beautiful. I Yes, thank wish you you. good luck Thank you. today. Thank you. Ну, смотрите, кажется, я сделал невозможную задачу, выполнил, нашел даже болгарских болельщиков. Слушайте, давненько такого не видел. Очередь в мужской туалет, а в женский вообще нет. Знаете, по ощущениям, как будто бы сегодня ажиотаж поменьше, но я надеюсь, что это даже и поможет сборной Грузии, будет не так напряженно. Ну, плюс погода, мне кажется, чуть-чуть людей распугала. Главное, атмосфера будет, здесь сомнений нету. Я решил такой вот забавный челлендж выдумать. Смотрите, я сегодня не ел практически с утра и вот купил попкорн и решил для себя, что съем его только после гола сборной Грузии. Вот давайте посмотрим, сколько голодным меня будет оставлять сборная Грузии. Я надеюсь, что эта сборная будет голодна до побед, до голов, и мы их сегодня увидим в большом количестве. Как вас зовут, скажите? Я Гия. Я очень приятно. Скажите, Мне что, тоже приятно тебя видеть. что ожидаете от матча? Ну, ожидаем выигрыш, конечно. Это где-то 2-1 или 3-1. Так думаю. Так что надо выигрывать. Да, ну, Да, долго мне не приятно буду. тебя Спасибо, видеть. спасибо. Ну, вот кого-то встретили, а еще грузинское ТВ здесь работает. Так, сегодня с нами Антон. Антон, привет. Салам. Вы помните его по выпускам про Еврокубки, про грузинский футбол? Вот я помню, когда мы говорили про грузинские клубы, ты говорил, ну, ничего особо не светит. Вот про сборную сегодня ты так же думаешь? Нет, или сегодня будет получше, мне кажется. Он там схему поменял и пацанов других выпустил. Я думаю, будет поинтереснее сегодня.
Ты все-таки человек уже, ну, как погруженный в грузинский футбол. Вот мне интересно, с точки зрения состава, вот выпали Китаишвили, Чиквитадзе, я тут у всех спрашивал, ну, все своих любят, они, знаешь, там комплиментами рассыпаются, но конкретики не было. Вот как ты считаешь, что вообще Саньоль мог сделать, например, с Турцией? Ну, Вот было- выпустить вот сразу такую схему и такой состав, чтобы насытить середину поля, потому что первый тайм с Турцией был просто провал, они потеряли, проиграли, отдали центр, дрожали у них Там коленки в 4-4-2 защите. было, по-моему, да? Там было 4-4-2, но они типа на фланге сделали акцент и не Фланги, сработало. кстати, провалились в итоге, по-моему. Да, в итоге и Какабадзе с Илдызом не справился, и Зурико там бегал, он молодец, конечно, но как-то бестолково. Потом они перестроились, стало поинтереснее. Еще знаешь, есть какая тема, ну по составу более-менее понятно. Еще писали в комментах, и я как будто бы это тоже замечал, что когда Давидашвили и Хвича на поле, как будто бы они больше друг с другом играют, и больше игру на себя берут индивидуально. Вот ты такое замечал? Так как будто бы не с кем было играть в нападении. У Хвичи часто было, что он доходил и останавливался, потому что нечего больше делать. Вот. Зурико непонятно, не игрок, его очень хвалили после матча, но я не знаю. Ну, на фоне Микаутадзе он хорошо смотрелся. Кстати, Хвича капитан, давайте посмотрим. На Евро кашляет, да, всегда? И, кстати, обратите внимание, что Грузия поменяла форму. Тоже вы писали в комментариях, что белая несчастливая. Давайте в красное. Они сегодня в черной вообще. Команду стоило убрать только потому, что он не поет гимн. Все поют Кстати, интересно. Да, смотрите, дождь идет, и поэтому очень четкая такая картинка, прям сочная. Кайф. Надо ехать козырьком. Нет безопасности. Это может быть опасно! Ой-ой-ой. Ну, опять, да, РФ страховался, офсайд сразу не свистнул, но было тревожно. Сейчас повторения нам не хватало турецкого сценария. О, Жорж, это твой шанс! Мне кажется, в этом матче нашелся тот, кто будет ассистировать Микаутадзе, и это Хвича. Разгадали болгары. Это вот после удачного подката Хвичи. Сыграли уже 25 минут. Я по-прежнему голодный. Попкорн по-прежнему не открыт. Моменты есть. Знаете, болгары начали так резво. И даже дали Мамардашвили мяч почувствовать. Первый сейф, наверное, в этих двух играх совершить. Но как будто бы под контролем Грузии происходит. Но я напомню, 30 лет Грузия не забивает Болгарии, Тбилиси. И надеюсь, что еще 30 лет это не продолжится. Потому что пока моменты есть, не так много. Хвича вроде выделяется. И, наверное, капитанская повязка ему добавляет и мотивации, и ответственности. Но замены вроде бы тоже все по делу все сыграли. Но пока остроты очень мало. У Микаутадзе был всего один момент, и все. И вот опять он без мяча. Вот сейчас я смотрю на него. Опять мяч до него не доходит. Надеюсь, что я попкорн все-таки открою до конца матча. Этот шанс. Вот, Долгрок закашивают. Забили! Ну, знаете, эта судьба вернула за кашу, мне кажется. Благодарю Хвичу. Открываем. Спасибо, Квара.
а не день Микаутадзе. Ну все, попкорн я доел, надо второй забивать. Знаете, до игры я отмечал, что ни одной желтой карточки у Болгарии, а теперь уже поперли они, пошли. Уже третья была. И опять Хвича заработал. Однозначно лучший игрок тайма. И не только потому, что он гол забил, но вот это вот такое ощущение, что капитанская повязка прям добавила ему какую-то уверенность. Игроки сборной Португалии тоже приехали на матч, но пока не выходят на поле, опасаются Грузии. Давайте второй! Ну вот заменочка и сыграла, Гагнидзе отличился. Вспоминается, может кого-то увидим. Так вот, попытка забежать. Опять желтая! 4 или 5 карточек уже, я не знаю. Реф, походу, из Казахстана приехал, мне кажется. Реф свистит, первый тайм окончен, 2-0. Грузия впереди, хороший задел. Валерий Бабак, гость предматчевой, вернее, студии в перерыве. Скажи, ты как давно вообще не был на матчах сборной Грузии? Последний раз, наверное, был весной. Не, на Армении ты был? Нет, не был. Ну, кроме Армении ничего не было. Летом ты вряд ли был. Значит, это типа года, что-то вроде года. На Испании мы, наверное, были. Наверное, да. Подожди. Ой, да это дохера какой год. Это Испания когда была? Она была в 23-м вообще. Мне кажется, я просто живу с этой сборной. Вот, Ладно. не ухожу с ее матчей. Какие впечатления вот, от игры вообще? Замечаешь ли ты, что кого-то не хватает? Хорошие ребята, хорошо играют. Неплохая игра. Такой Цедрик. Топовая аналитика. Не знаю, вязкая, сложная, можно было и не забить, наверное. Было страшно. Забили хорошо, забили второй вообще супер. 2-0, плохой счет, чтобы уходить на перерыв, но мы не будем об этом думать. Выйдем и забьем третий, и все будет хорошо. Антон считает, что уже половина отбора как бы проиграна. Я правильно? Нет. Антон, правда, что вы так считаете? Конечно. Все. Если хоть 5-0 их выигрывает, без шансов. Все равно третье место. Все равно третье место. Вот ты так считаешь? Нет, категорически. Категорически не согласен. А ты как считаешь, шанс в том, что Турция где-то накосячит, или Грузия Испанию где-нибудь? Там, Везде есть шансы, можно и где-то зацепиться. Странным, непонятным, конечно, образом. С испанцами сложнее, но мало ли, всякое бывает, как говорится. Ну, мне нравится, что в последнем туре-то Грузия играет с Болгарией, а Испания с Турцией. Вот это тоже интересный момент. Ну, понятно, что главный матч будет теперь опять с Турцией. Турция, да. И я считаю, что сборная Грузии может запросто и выигрывать этот матч вообще без проблем. При нужном настрое, дай бог, все будут живы, здоровы. Сезон, все подразыграются. Ну и чтобы без травм, ребят. Главное без травм, потому что... Берегите себя. Гитаишвили, Чаквитадзе, это прям боль. Я вот смотрю и думаю, ну где они? А их нету вообще. Я не знаю, кстати, в Грузии они или нет, но на поле их нет. Они в Грузии, не знаю. Чаквитадзе в Грузии. Передаем ему привет. Друзья, ну вы прекрасно знаете эту песню. Я вот ищу сейчас музыкантов, кто мог бы сыграть ее для моего YouTube-канала. Потому что это уже стало гимном не только сборной Грузии, но и моего канала. Вы знаете, что я всегда использую мужичка с укулеле. Поэтому если вы вдруг музыкант, вы можете сыграть или спеть. Пишите в комментариях ваши контакты, я с вами свяжусь. Неважно, Тбилиси, Кутаиси, Зугниди. Приеду куда нужно, пообщаемся. Для меня это уже особенная песня, я не знаю. Я за последний год ее слышал раз 100, наверное, если не больше. Тут можно шутить про болгарский перец или про болгарку, которую нужно было достать, чтобы взломать эту оборону. Но теперь это все не нужно. Надеюсь, что закончится все победой, а мы пойдем гулять по улицам Тбилиси, это дело отмечать.
Учора уже на опыте прибегает разбираться, вписывается за Хвичу. Ай, ты ж мой казахский рэп, спасибо. Все подоставали телефоны, все хотят гола, и мы хотим гола. Зеленый болгарский перец со сливками сделанный. Развлекается стадион. Давненько этого не делали. Давайте. Передаем привет Сереге из Минска. Просили ВАР посмотреть на трибунах. Сейчас смотрим. Микаутадзе! Мы любим бомбардира! Микаутадзе! Няма засада! Гол, 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 гол! Микаутадзе! Ну вот, теперь этот матч можно заканчивать. Я очень хотел, чтобы Жорж забил. Мы это увидели и прекрасно, прекрасно. Мысленно обнимаю Жоржа. А вас прошу поставить лайк, чтобы этот канал продолжал жить. А это, кстати, кричалка, кто не знает, мы любим бомбардира. Продолжается. Друзья, ну смотрите, Грузия на втором месте. И прямо сейчас она выходит в плей-офф со второго места. Но еще много матчей. Смотри, Антон, ты не верил, на втором месте Грузия. Посмотрим в ноябре. Ну да, да. Не, на самом деле посмотрим в октябре. 73-я минута, счет 3-0. Как будто бы все понятно. И, знаете, я хотел, чтобы Хвича забил, Жорж забил, и они это сделали. Причем гол Жоржа после просмотра ВАР не отменили. Как будто бы план на игру выполнен. И напоминаю еще раз, что разница мячей очень важна. И в случае равенства очков именно разница мячей будет учитываться первой. То есть мы не знаем, как еще другие матчи закончатся. Как Турция сыграет с Грузией, как Турция сыграет с той же Болгарией. Все возможно. Поэтому то, что 3-0, это очень круто. И у Грузии теперь положительная разница мячей. Как бы игра не закончилась. Но мы смотрим до конца. Счет мог быть уже 5-0, но Гулиашвили решил пощадить сегодня Болгарию. Жаль, жаль. 5-0 было бы красиво. Ну, даже 4 было бы красиво. Хотя мне и 3 нравится. А вам как? Это финальный свисток.
поеду в Турцию на следующий матч. Ну, в Испанию уж не попаду, но репортажи тоже будут. Болеем за сборную Грузии. Отбор продолжается. Грузия сейчас вторая. Вечером Турция-Испания. Следим. До новых встреч на Аквамдиц. Так держать, болеем дальше, все будет хорошо. У тебя будет более глубокая аналитика? Что он вот Гуляшвили в конце 2 момента не забил. Я расстроился, я пришел увидеть гол в Будузе Взевадзе и не получилось, к сожалению. Но хороший матч, нормально сыграли. Должны были выиграть, выиграли. Все по делу. Как ты считаешь, есть ли вообще какие-то шансы, что Болгария хоть одно очко отнимет? Мне кажется, нет. Ну, видно, что команда 5 минут поиграла в начале и закончились. И больше ни моментов, ничего. Не знаю. Люди из чемпионата Болгарии играют против серьезных людей. Но есть Поэтому такой испанцы. не сомневаюсь. Посмотрим, да. Как они от Испании только 3 пропустили, непонятно. Спасибо.